Город Шеки имеет очень древнюю историю. По официальной версии он был основан еще в VII веке до нашей эры. Первоначальное название города – Сака, Сена или Саке. После этого названия города менялись много раз. В частности, он назывался Шака, Шаки и прочее. В период с III по V век нашей эры город Шеки входит в состав Кавказской Албании, представляя ее область. С 1743 и заканчивая 1819 годом город Шеки является столицей одноименного Шекинского ханства. В 1744 году персидский шах Надир-шах решил вновь покорить жителей Шеки и, соответственно, напал на город с большой армией. Город находился 4 месяца в осаде. В частности, осаждена была знаменитая старая крепость Гялерсин-Герерсан. В результате иранский шах приказал разрушить город. В конце XVIII века город Шеки был присоединен к Российской империи. В 1840 году, уже будучи в составе Российской империи, был образован отдельный Шекинский уезд. Его центром стал город Нуха. Во времена Советского Союза Шеки стал административным центром одноименного Шекинского района Азербайджанской ССР. В советское время город бурно развивался. В связи с наличием на его территории большого количества различных исторических и культурных памятников, в 1968 году постановлением Совета министров АССР историческая часть города, которая возвышается над остальной его частью и называется Юхары-Баш, была провозглашена архитектурным заповедником. Сегодня на территории города Шеки имеется очень много достопримечательностей и культурных мест, куда рекомендуется сходить туристу. Дворец шекинских ханов. Он находится на территории крепости, построенной в середине XVIII века. Дворец же был воздвигнут в 1762 году и отличается оригинальностью и красотой местной средневековой архитектуры. Ныне строение является памятником архитектуры и охраняется государством. Ханский платан, чинар. Это дерево расположено у дворца шекинских ханов. Его возраст составляет более 500 лет. Верхний караван-сарай. Заведение представляет собой не только гостиницу. Караван-сарай был построен в XVIII веке в качестве постоялого двора. И с тех пор является местной достопримечательностью, сохраняя местный колорит. Гостиница имеет внутренний дворик с бассейном и садом. Комнаты гостиницы имеют арочные своды. Двери старинные и очень массивные, как и стены строения. Здание является памятником архитектуры. Нухинская крепость. К сожалению, в настоящее время от нее сохранился лишь один дворец, а раньше, с середины XVIII века, это был целый комплекс сооружений. Шекинская ханская мечеть. Она была построена в 1769-1770 годах. В советское время служила складским помещением. Однако после 1994 года была восстановлена в качестве местной мечети. Историко-архитектурный заповедник Юхары-Баш. Он занимает площадь 283 гектара, и на его территории расположена указанная выше Шекинская крепость, дворец шекинских ханов, а также торговая улочка с многочисленными торговыми точками и палатками, Трехсвятительская церковь. Построена она в 1853 году. В настоящее время на ее территории расположен Музей национального прикладного творчества. При посещении города Шеки рекомендуются к покупке следующие местные товары. В первую очередь это изделия из местного шелка. Как указывалось выше, еще в средние века шелк здесь был экспортным товаром. В настоящее время местное ткацкое предприятие производит различные оригинальные товары: креп-шифоны, креп-дешины, атласы, шарфы, платки килагаи, ковры, сувениры ручной работы. Приобретать лучше всего в специализированном магазине предприятия «Шеки и Пек». Также рекомендуется отведать на месте и купить с собой в дорогу оригинальные гастрономические товары. В первую очередь речь о питьи, местный наваристый суп. Его особенность состоит в оригинальном вкусе, поскольку в соответствии с рецептом при приготовлении он должен настаиваться в печи не менее 8 часов. Ну и, конечно же, рекомендуется не только попробовать на месте, но и взять с собой местную халву.
В Азербайджане халву делают во многих поселках, и везде она оригинальная. Аналогично и шекинская халва имеет свой особенный вкус. Халву изготавливают мастера по оригинальным, только им известным, рецептам. Кроме халвы можно попробовать и взять с собой на подарок или домой другие сладости: бамию, бурма-халвасы, тел-халвасы, пишвянг, орехи в сахарной глазури, традиционную карамель барама и прочее. You want to go toilet? Eyvallah. Çok sağ olasın.